Это второе видео на темы «Никакой истории не было». Я хочу начать с одежды, такого привычного для нас предмета. Мы никогда не задумываемся о том, когда и как она появилась. Нам кажется, одежда была всегда. Хотя историки уверяют, что первобытный человек ходил голый и лишь позже облачился в шкуры зверей. Пусть так. Но когда же он начал носить тканую одежду? Вероятно, когда появилась ткань. А каким образом она могла появиться? Но от этого вопроса, как и от многих других, ученые-мужи отмахиваются. Неважно, как-то появилось и все. Зачем ломать голову? На самом деле это очень важно. Ведь без ответа на этот простой вопрос вся история сыпется как карточный домик. Хотя этот домик мы с вами уже давно рассыпали, давайте рассмотрим еще несколько аспектов истории. Итак, ткань. Что мы видим? Стадо обезьян, недочеловеков, они живут в пещерах и одеваются в шкуры убитых животных. Как же они смогли захотеть нарядиться в тонкую одежду из ткани, о существовании которой не имели никакого представления? Конечно, ткань же легко создать обезьянам. Всего-то делов. Подходящее растение, хлопок, лен или коноплю. Пусть будет лен, благо в лесу его полно, и обезьяны прекрасно знают, как он выглядит. Нужно нашелушить семян, килограммов 500, скажем, и подготовить их к посеву. Затем отыскать поле, очистить его, выкорчевать деревья и кусты, скопать землю, неизвестно чем, и засеять семена. Когда и как, обезьяны знают. У них ведь природное чутье. Теперь нужно подождать, когда растения созреют. Лен нужно срезать, затем засушить, сплести и вытянуть нити, выварить, отбелить, снова вытянуть и получить пряжу. Все, можно ткать на ткацком станке. Это если очень кратко. На самом деле производство ткани – процесс трудоемкий и высокотехнологичный. В настоящее время для обработки льна потребуются десятки устройств и механизмов. Но обезьян все нипочем. Справятся и так. Соберут из палок ткацкий станок и наплетут ткани. Жалко ножниц нет и иголок. Сложно без них платье сшить. Как же без них обойтись? Но не беда, ведь у нас историки есть. Нужно у них спросить, наверняка они знают. И действительно, ответ уже готов. Вместо игл доисторические люди использовали рыбьи кости. Дать бы этим ученым кости, и пусть попробуют что-то сшить. Ну а если серьезно, что нужно для производства ткани? Развитое сельское хозяйство, ткацкие комбинаты, энерготехника, проектные институты, инженеры, квалифицированные рабочие. А главное, все это должно появиться одновременно, так как без любого из этих звеньев ничего не получится. Одним историкам все нипочем. Они не хотят видеть очевидных вещей. Их задача подвести все исследования под одну дикую идею. Вот вам чистый пример из нашего времени. Все вы знаете, что есть такие племена, которые напрочь отрезаны от цивилизации, живут себе на отдельных островах и даже не собираются развиваться. А ведь некоторые племена живут там уже тысячи лет, и до нашего времени. Возьмем, к примеру, Сентинельский остров. Думаю, все вы знаете о нем. Они вовсе не собираются плавить металл, сеять пшеницу, ткать одежду или переселяться с континента на континент. Подстрелят из лука птицу или поймают рыбу, съедят и спать. А на завтра то же самое. И таких племен у нас на Земле довольно много. Так почему же они не развиваются и тысячи лет стоят на одном месте? Что, среди них не рождаются ученые, которым хватило бы ума создать металл или одежду? Они до сих пор живут в каменном веке. Наконечники стрел из камня, копья из камня, топоры тоже из камня. Как это ни прискорбно, но эти люди на большее не способны. Да я вам скажу больше, если бы действительно, как по официальной истории, все человечество проходило через каменный век, мы бы до сих пор сейчас остались в каменном веке. Поймите, человек не может создать то, о чем не имеет никакого представления, пока ему не покажут или не расскажут, как это делается. Для примера возьмите сейчас белый чистый лист и попробуйте нарисовать, изобразить то, чего еще нету сейчас на Земле. Если вы не сможете, то думаете, ученые смогут, что ли? Посмотрите, с какой скоростью случился огромный скачок в технологиях. Еще 30 лет назад мы представить себе не могли такой мир.
И тут, как по щучьему велению, компьютеры, планшеты, айфоны, электроавтомобили, мотоциклы. Вы, наверное, ждете от меня ответа, но как же тогда это случилось? Как люди все это придумали? Я огорчу вас, но я не знаю ответ на этот вопрос. Одно могу сказать. То, что все, что мы сейчас имеем во всем мире, не является изобретением человечества. Однако продолжим. Деревянные корабли под белыми парусами. История забита ими под завязку. Экстрады, морские сражения и прочая романтика. Ученые утверждают, что по морям и океанам плавали десятки тысяч деревянных судов. Но кто, где и как их построил, не уточняют. Досадливо отмахиваясь от неудобных вопросов и повторяя свою любимую фразу «делали и все, какая разница как, это было и точка». Я не буду спрашивать, где мореплаватели брали миллионы квадратных метров парусины и десятки тысяч километров тросов и веревок. Я спрошу, как они строили свои суда, а точнее, как они пилили доски, из которых впоследствии изготавливали корпус корабля. А главное, чем? В те далекие времена металл еще не научились плавить. Ну ладно, допустим, сделали они кое-как топор, но доску топором не сделаешь. У них что, были лесопилки? Вопрос, казалось бы, простой, но ответа нет. Ведь для того, чтобы распилить дерево на доски, нужна пила. Пусть не электрическая, но хотя бы двуручная. А чтобы сделать пилу, нужна сталь и более того, сталь листовая. А для этого, увы, нужен прокатный стан и металлургический комбинат. Ну и шахты, машиностроение и пошло-поехало. И как всегда, все это нужно одновременно. Как же в те далекие времена по морю плавали? Или же не плавали? Возьмем бородатых викингов. Они на своих судах, дракарах, избороздили весь океан вдоль и поперек. Говорят, даже бывали в Америке. А посмотрите на этот дракар. Это такая здоровенная лодка с 2 десятками весел. Красивая, конечно. Дизайнеры нашей игры постарались. А вот как на ней плавать? Ведь она полностью открыта. Где они на ней готовили пищу, прятались от дождя, спали наконец? Что они весь день махали веслами, без еды и сна? А посмотрите на эти огромные весла, сколько они могли весить. А еще интереснее, как эти 20 гребцов гребли в такт, ведь это сложно даже в спокойной воде. А при волнении на море это просто невозможно. У одних гребцов весла в воде, а другие по воздуху машут. Далеко, наверное, уплывут. Представим один поход этих викингов. Нарядились, как полагается, в шкуры, на головы свои дизайнерские шлемы, уселись в лодку, а на море, как назло, волна. Но делать нечего, надо плыть, грабить кого-нибудь. Ну, оттолкнули лодку от берега. Жены и дети ручками машут. Бородачи тем временем взялись за весла и давай ими махать. Машут, да все не впопад. Друг друга только водой обливают. Минут через 10 смотрят, а лодка на том же месте. Зря только по воде веслами елозили. Вот такие вот дела. У викингов, кстати, совсем были непростые мечи. Металл для их изготовления оказался настолько чистым, что поставил ученых в тупик. Оказывается, чтобы до такой степени очистить металл от примеси, требуется невероятно сложная технология. Даже в наших условиях это сделать непросто, а вот дикие люди сделали. Наверное, они обладали недюжинными способностями химии и металлургией. Но если так, чего они в шкурах-то бегали и на лошадях катались, а не в экзоскелетах и не на самолетах? Подумайте над этим, а я продолжу. Возьмем Чингисхан со своим 300-тысячным войском, который мучил бедную Россию аж 300 лет. Ну хорошо, 300 тысяч войска, но чтобы его прокормить, нужно еще было с собой тащить 1 000 000 баранов. А как же эта орда перебиралась через сибирскую тайгу? А как переправлялась через сибирские реки? Историки молчат. У них ведь задача не рассказывать, как было, а рассказывать, как не было. Ведь нет никакой истории, мы находимся в матрице, в игре и появились здесь недавно, на всем готовом и все разом. Мы здесь в роли NPC, а то есть не игровой персонаж. Поставьте на паузу и прочитайте внимательно, что это такое. А затем задайте себе вопрос, чем вы отличаетесь от NPC. Ведь мы, обычные люди, живем по системе. Ребенок рождается, идет в садик, потом в школу, затем в институт. Затем полжизни работает,
затем выходят на пенсию ожидать своего конца. Так живут 90% населения Земли, а остальные 10% это и есть те настоящие игроки, которые играют за своих персонажей. Есть те игроки, у которых хорошие намерения, а есть те, у которых злобные. Вам они известны как темные силы и светлые. А когда та или иная сторона победит, мир обнуляется и создается все заново. Как вам такая теория? И чтобы нас как-то ввести в эту игру, придумали прошлое. Дизайнеры игры нарисовали чудесную картину прошедших времен, а мы в нее поверили. Однако затронем тему мостов. Как вы уже поняли, без мостов никаких перемещений больших масс людей невозможен. Поэтому ни завоеваний, ни походов, ни шелковых путей, ни торговли между странами. То есть, если все это было, значит были и мосты. И построили их люди, живущие в рабовладельческом обществе. Что же, давайте посмотрим, как строят мосты. Точнее, как устанавливают опоры для мостов. А делается это следующим образом. Из стальных листов сваривается цилиндр диаметром равным примерно ширине опоры, допустим 10 метров, и высотой метров 20, если глубина реки, например, 15 метров. Грузят этот металлический цилиндр на баржу и везут на место установки опоры. Здесь краном ставят цилиндр на дно, затем насосами выкачивают из него воду, затем заливают его бетоном, затем устанавливают металлические конструкции и снова заливают все это бетоном. Так постепенно появляется опора. Что для этого нужно? Все как всегда. Металлургия, машиностроение, производство бетона в огромном количестве, большегрузные краны и все в этом роде. Было все это у древних. Если нет, то никакой истории не было. Если да, то это уже наше время. Поэтому я оставляю позади всех этих спартанцев, Чингисхан, гвардейцев всех армий, крестоносцев и прочих. Для них нет места в жизни, поэтому их и не было. Все они годны для романов, картин живописцев и музеев. А в заключение несколько слов о географических картах. Вопрос: кто составлял древние карты? Каким образом? Попробуйте взять листок бумаги, зайти в лес и составить карту местности. Получится? Нет. А древние как-то умудрялись это делать. Как утверждают ученые, говорят, что для этого они использовали компас и подзорную трубу. Но это невозможно. И где они, кстати, все это взяли? Не объясняют. Так как же они это делали? А никак они это не делали. Чтобы создать карту, нужно подняться в воздух и сфотографировать местность. После этого произвести сложный процесс с помощью геодезических приборов, чтобы определить рельеф местности. И много чего еще. Нет смысла описывать весь процесс. Никаких карт у древних людей не было и быть не могло. Конечно, в интернете можно найти прекрасно сохранившиеся карты всех времен и народов. Только все они созданы искусственным интеллектом для того времени, а не для нашего. А как они попали в наше время, это уже другой вопрос, на который я, к сожалению, не знаю ответа. А на сегодня, пожалуй, закончим. До новых встреч на канале Темпларио.